Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в искренних, добрых словах поддержки, вы всегда найдете их на моем канале. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада. С глаз на благополучие. Кто пробивает твое поле своими негативными мыслями? Когда успех начинает фонить, кто целится в твое благополучие ядовитыми мыслями? Бывает так, ты на подъеме, дела идут в гору, в душе гармония, и вдруг все начинает сыпаться на ровном месте. Техника ломается, планы срываются, внутри поселяется необъяснимая тревога. Это не ретроградный Меркурий, это энергетический пробой. Твое благополучие для кого-то стало невыносимым зрелищем. Кто-то в твоем окружении так пристально и с такой желчью наблюдает за твоими успехами, что его мысли начинают прожигать твою защиту. Этот человек не обязательно делает магические обряды. Достаточно его концентрированной зависти, чтобы твое поле дало трещину. Сегодня проведем диагностику твоего пространства. Источник помех. Кто этот человек? Опишем его энергетику, чтобы ты сразу узнала этот холодок. Зона поражения. Во что именно он метит? Твои финансы, твоя внешность или твои отношения. Посмотрим. Может, вы замечали, как после чего-то комплимента у вас внезапно начинает болеть голова или рушится важная для вас сделка. Люди называют это совпадением. Я называю это пробоем поля. Ваше благополучие – это яркий маяк. И на этот свет летят не только бабочки. Ну, и те, кто хотят этот свет погасить. Есть человек, чей взгляд в вашу сторону пропитан не восхищением, а липкой темной завистью. Он не говорит гадости в лицо, но его мысли работают как невидимый яд, отравляя ваше начинание. Итак, узнаем, кто пробивает вашу защиту своими негативными проекциями и почему ваш успех лишает сна. Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Начинается. Что у нас тут? Токсичный яд. Одиночество. А вы и так уже стараетесь подальше держаться от какого-то тут окружения. Может, на вытянутую ручку уже, как вам сказать, уже печальный опыт был. Случился, сложился. Плюс общение с какими-то павлинами. Не обязательно это мужчина, хотя очень часто у нас выходит мужчина. Самовлюбленный мужчина, который знает себе цену, который себя на пьедестал ставит, свои потребности закрывает в первую очередь. Тут тоже этот кармический урок вы прожили. Тут как свинью подложили. Вы надеялись в его лице встретить, ну, так его восприняли, как подарок небес, да? Но он такое производил впечатление. Этот мужчина может произвести впечатление. Ну, а по факту вместо подарочка вот свинью подложили вам. Ну, я его слепила из того, что было, да. В том, что было, то и полюбила. А скорее всего, у кого-то был уже в голове такой образ созданный, вот иллюзорный, и вы посчитали, что этот мужчина подходит идеально. Ну, может быть так. У кого-то это не обязательно мужчина, это может быть в принципе очарованы были какими-то людьми, да, и опять-таки приняли желаемое за действительность. Так, хамелеон, звезда. Скорее всего, если дальше считывать, сейчас вы хотите достичь своей какой-то там, у вас мечта есть, да, по карте звезда, цель, это такая, та самая заветная. И, скорее всего, вы сейчас прикладываете усилия или, по крайней мере, думаете. Если не так, то по-другому. Как мне достичь этой цели? Может быть, уже какие-то шажочки пытались сделать, но не получается. Ну, вот пока не можете вы достичь желаемого, но ручки не опускаете. При этом у меня такое ощущение, как будто бы и вправду, может быть, в окружении, в мужчине в каком-то идет разочарование. Скорее сейчас вы можете рассчитывать на саму себя.
И вы сами себе, может, говорите: так, надо набраться сил, терпения и совершить тот самый рывок, прорыв. Кроме меня никто эту мою мечту не осуществит. И за меня никто не будет идти к ней. Так, звезда, это о чем? Ну, тут-то скорее на вас характеристика, ну, звездочки. Ну, интеллект в первую очередь, да, я всегда подчеркиваю по звезде. Все в порядке у вас с мозгами, с интеллектом все прекрасно. Внешность привлекательная тут у многих, наличие способностей, талантов, ведомы какой-то идеей, мечтой, вот это все сюда. У кого-то это все вместе связано, смотрите, такие карты надо доложить. Ну, опять вышла вот звезда, мечта. Ну, скорее всего, ваша мечта. У кого-то связано это, тут карта княгиня, это стабильность я буду считывать, материальная стабильность, уверенность в самой себе, в завтрашнем дне. Тут как будто опора на саму себя. Я не вижу тут карт какой-то там страсти, еще чего-то. Тут даже не вижу особо карт каких-то, ну, денег, хотя тут стабильность должна присутствовать в ваших мечтах. Карта лилия, красота, это расцвет, это раскрытие потенциала, рост, развитие, и карта удача, и карта звезда. Вы говорите: мне бы немного удачи, пусть меня то ли дадут мне какой-то сигнал, да, 3 зеленых свистка, или меня, может быть, как вселенная подскажет, куда мне, к умным или красивым. Я же и умная, и красивая, куда мне? Ну тут что-то такое, девочки, удача, как будто бы чуть-чуть удачи, о чем вы просите. Говорите: я сама все сделаю, преодолею тут препятствия. У кого-то основное это желание раскрыть свой потенциал. И опять-таки немаловажно вот тут вот опора на себя, стабильность, как будто бы вы говорите: я не могу ни на кого рассчитывать и не хочу даже. Не хочу даже особо в ком-то искать эту поддержку. Уже тут как будто женщина уже до такой степени, ой, прожила много негативных моментов, вы говорите: я хочу сама чего-то тут достичь, раскрыть этот свой потенциал, свои какие-то, может быть, задатки, способности, тут этот рывок какой-то совершить. Вплоть до того, что, девочки, тут мне идет по этим картам, вы говорите: я знаю о наличии у меня талантов, там, каких-то способностей, подозреваю, по крайней мере. Но мне вот как будто не хватает того самого последнего рывка. Может быть, опять-таки, как будто подсказки, куда, где мне это развить. Удача, просто удача, пожалуйста, вселенная, подскажите. Ну, тут больше как-то так. Так, почему вот это токсично еще? Ну, вообще показано ваше сегодняшнее настроение. Карта Святая Вода и ваша карта. Тут в прошлом токсично, и это токсичное окружение, влияние какое-то. Не обязательно тут мужчины, женщины, тут в принципе. Как будто бы вы могли вот неизменно привлекать к себе таких людей. Но вы тут проделали какую-то работу. И по Святой Воде, и ваша карта, вы говорите: хватит. Я не хочу дальше так проживать свою жизнь. Я хочу поменять жизненный сценарий. У меня есть четкое видение того, что, ну, так я уже не хочу. Меня это не устраивает. Вот такая ваша у меня сигнификация, девочки, вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, с глаз на благополучие, кто пробивает твое поле своими негативными мыслями. Первая у нас карта идет наблюдатель, собственно, описание человека, который генерирует этот негатив. Его характер, близость к вам. Посмотрим, кто этот наблюдатель, что они покажут карты. Следующая стрела. Какая именно твоя удача вызывает у него самую острую вспышку зависти? Что именно? Что именно? Так, следующий у нас брешь в поле. Где твоя защита наиболее уязвима? Твое слабое место сейчас. Сейчас. И последняя карта очищения. Что нужно сделать, чтобы прекратить? Ну, чтобы этот человек потерял над тобой энергетическую власть. Что нужно сделать? Так, доложу еще с другой колоды.
наблюдатель. Описание человека, который источает этот негатив в вашу сторону. Его характер, близость к вам. Стрела. Куда именно направлена, да? Эта стрела. Какая ваша удача вызывает у него этот негатив, вспышку этой ярости, зависти. Брешь в поле. Где ваша защита наиболее уязвима? Слабое место. 4 вытянулось. Так, и очищение. Что нужно сделать или нужно прекращать делать, да, чтобы этот человек потерял над вами эту власть. Начинаем. Смотрим, девочки. Первое у нас наблюдатель, собственно. Это тот негодяй, который... Хотела сказать по-другому, но не буду, ладно. Который негатив направляет. Давайте мы его опишем. Сразу у меня вышла ярость. Злобный какой товарищ у нас. Одиночество. Разбитое сердце. Свечи. Медведь. Страх. Но до конца мне таки непонятно, это женщина или мужчина. Давайте так уточним. Кто этот недоброжелатель, так скажем. Человека описание, который этот негатив источает. Мужчина, женщина. Мужчина, нифига себе. Я почти была уверена, что женщина. Ну ладно. Ну ладно. Так, мужчина. Король мечей. Холодный, рассудительный. В принципе, первая карта мах на него вышла. Девочки, человек очень сильный на самом деле. Больше привык хладнокровно, рассудительно как-то преодолевать все препятствия. Уютнее себя чувствует в мужской компании, может достигать, ну тут карьерные, по крайней мере, амбиции присутствуют. Насчет рост развития, то не, ну с магом тут тоже, я думаю, мужчины перспективы могли бы быть весьма и весьма. Вот не знаю, на данный момент у меня почему-то вышел мужчина. И он мне показан, себя чувствует одиноким. У него разбито сердце. Первая карта ярость, злость. Он озлоблен в принципе. Опять-таки, характеристика его карта медведь. Почему я еще вытащила? Потому что вообще карта медведь это человек, который несет ответственность за кого-то, за что-то, вкладывается материально. Девочки, тут вот это вот карта медведь. То есть этот мужчина может, как вариант, быть не свободен. То есть уже он заботится там о своей семье. И тут почему-то мне как будто бы вот эта полоса вот эта вот какая-то в его жизни. Тут карта еще страхи. Сейчас я доложу. Показано, он себя в принципе чувствует очень одиноким, с разбитым сердцем. При этом вкладывается, зарабатывает деньги, может быть, вкладывается во взаимоотношения, но опять-таки, ну, может, семья, детки, да, это все сюда. Не пойму до конца, почему тут у нас страхи с тем, что он не может, о чем это, почему страхи рядом, что за страхи? Страхи по поводу того, что, допустим, он может потерять, как это, способность зарабатывать деньги, да, может быть, потеряет доступ к каким-то финансам. Это медведь, это в первую очередь, это мужчина, который деньги зарабатывает и материально вкладывается. Вот тут страхи у него связаны с тем, что он боится, что карта бездействия потеряет достаток, способность зарабатывать эти деньги, обеспечивать, может быть, свою семью. У него вот с этим конкретно проблемы. Так, тут сердечко разбито, это разбитые мечты, может быть, ожидания. При этом мужчина прикладывал усилия для того, чтобы это сердечко восстановить, забыться. Но опять-таки, может быть, уходил с головой опять-таки в это зарабатывание денег, а у кого-то сам себе говорил, что ну да, сердце разбито, но это была не настоящая любовь. Это как идет обесценивание тех же эмоций, которые он испытывает и испытывал. То есть, если не сложилось с кем-то, не случилось, он тут делал выбор,
И он несчастлив в этом выборе сейчас. Ну, я вижу такие карты тут у него. Человек чувствует себя одиноким, может одиночество вдвоем с кем-то. При этом идет обесценивание тех самых эмоций, может быть, или той женщины, которую, возможно, даже предал. Тут, скорее всего, даже предательство самого себя. Почему ярость? Подлость, что шансы. Ну тут ярость, он зол может быть на весь мир, на какую-то даже женщину, на кого-то, кто шанс как будто бы ему то ли дал, то ли не дал. Клевер это шансы. Я не знаю, может он считал, что всю жизнь ему будут какие-то шансы люди давать, он будет их то ли брать, не брать, а тут как будто бы злость из-за шансов, которые то ли ему не в то время дали или не дали шансов. Тут что-то такое, как претензия еще к кому-то. Такой мужчина у меня, девочки, вышел. Ну вот негативно почему-то он к вам настроен. Ну давайте, ну да, давайте следующий сейчас посмотрим, что тут его так это вот тут я прям ярость такая. Какая именно твоя удача вызывает у него самую острую вспышку тут зависть, этого гнева? Ух ты, а у него, девочки, тут ревность. Тут у этого мужчины ревность. Он считывает, ему кажется, что в вашей жизни присутствует мужчина, который может вам дать заботу, поддержку. И он почему-то тут карта дома. Он в полной мере не знает, допустим, что у вас там происходит. Как будто глазки завязаны, да? Но ему кажется, вот, может быть, какие-то обрывочные сведения до него доходят, тут как будто бы, вот почему-то ему кажется, что в вашей жизни присутствует мужчина, может быть, поддержка этого мужчины, который, опять-таки, как заботится, вкладывается. И это портит ему настроение, ему портит это, вот, я не знаю, тут элементарная какая-то ревность. Ревность и, даже не знаю, это как собака на сене. Что это вообще? Не могу понять. Ну, зависть. Может быть, считают, что у вас дома с вашим там то ли мужчиной, то ли вашими домочадцами у вас все хорошо. Тут больше как будто бы, знаете, поддержка, дом, может быть, любовь близких, забота близких. Тут у меня такое ощущение, как будто бы он этого, ну, там, где он находится, он этого не считывает, не получает этого. Я что-то тут не пойму как-то. Ну да, у него, скорее всего, может, знаете, как он ощущает, мы там видели карты, что материально я вкладываюсь, да, я то отдаю, а я в ответ не получаю то, там, той же какой-то заботы, нежности. Как-то так тут. При этом, скорее всего, он это все скрывает, так как тут карта солнца, социум, ему не хотелось бы показать себя уязвимым, униженным каким-то. Тут как будто бы у мужчины такое, знаете, хотел сказать амплуа, образ такой. Я достоин самого лучшего, и я это имею. И он как будто стал заложником этого образа. Ему ни в коем случае как будто бы нельзя даже признаваться в том, что у него там он что-то недополучает. Ну вот тут такое вот. Я не понимаю. Такой какой-то. Сам в своих страхах, сам себя накручивает. Так, это на ревность похоже. Это похоже, ну, даже не на ревность, это карта воин. Это мужчина, который не готов особо даже что-то созидать. Вот я по поводу вас. Может своими какими-то поступками разрушить. Но основная эмоция, карта змея, искушение, соблазн для него. Уходит в зарабатывание денег, но это бесплодно. Пытается вот этот какой-то интерес к вам перекрыть, переключиться на, ну опять-таки, у него тут на зарабатывание денег. При этом создают картинку такую какую-то, что у него все зашибись, у него все хорошо. На самом деле одиночество, пустота,
И тут как будто бы основная вот что его ну, зависть вызывает. Ему кажется, повторюсь еще, что у вас поддержка близких, родных, может быть мужчины, который вкладывается, заботится. То есть вы не одиноки. А у него, судя по этим картам, какая-то как пронзительная, вот, я не знаю, как это, тишина, да, одиночество это пронзительное. Так, брешь в поле. Где ваша защита наиболее уязвима? Ваше слабое место. Угу. А у вас уже страх неудачи. Вы уже, как будто печальный опыт был. Вот основное мне показано, смотрите, карта беременность, это не в прямом смысле, ну, я не хочу даже эту тему развивать, это слишком индивидуально, если прям, то я возьму это более глобально. Беременность это значит вынашивание и в перспективе рождения, да, какой-то новое или заветное, очень какой-то такой, как это сказать, это хрупкая какая-то мечта, но при этом это желанное что-то, ну как ребеночек, да, в идеале, мы все мечтаем о ребеночке. Вот как будто бы брешь поле, это вот, допустим, вы мечтаете о чем-то, находитесь по карте беременность, да, вынашивание каких идей, там опять-таки, может быть, с кем-то советуетесь, идете к этому. Но вот этот вот заветный в конце переход на новый уровень, эта карта называется, как это дирижабль взмывает вверх в небо, то есть это реализуется, это вы эту свою мечту доводите до конца. Карта звезда, опять мечта. Вот этого не происходит. И эта карта вечная невеста. Это история о том, что женщина всем хороша, и с мозгами все в порядке, и внешне, и навыки, ну все присутствует. Единственное, неуверенность в себе. У кого-то страх от этих неудач, как будто бы не доводите до конца. Может, до конца даже не можете в последний момент сформулировать, чего хотите. И вот не делаете тот самый шаг. Ну, тут говорят, все есть для того, чтобы вы себя реализовали. А вы вот этот, как будто бы этот переход на новый уровень никак не случается. То есть наиболее уязвима защита, ваше слабое место, это где-то страх неудачи, неуверенность в себе. Тут 100% идет женщина не уверена в себе. Тут надо шажочек за шажочком. Вот даже хвалить себя за какие-то мелочи, за любой какой-то там прорыв маленький, да, вот, умничка, себя похвалили. Так, в чем вы еще уязвимы? Ящик Пандоры, ожидание солнца. Ну, кто-то ждет вот того самого карта ожидания, вот ждет, может быть, вот с завтрашнего дня, с понедельника, да, вот сейчас займусь, да, и откладывает на потом. Опять-таки, это свои какие-то мечты, реализация, у каждого свое. Ящик Пандоры, это будоражит, это же пугает. Ну, у кого-то страх не получится, да, у кого-то не время, не находите отмазки постоянно, да, какие-то это прокрастинация, да, сидите, смотрите в одну точку или находите себе другое занятие какое-то. Мне же надо срочно надо что-то там, я уже не знаю, пирожки какие-то спечь, хотя вы их 10 лет не пекли. Когда тут подходит время уже что-то тут свою мечту какую-то воплощать. Опять-таки, у кого-то инфантилизм, детскость по карте солнышко, это тоже, у кого-то это перекладывание ответственности на вот тот самый случай, да. То есть по вот этим картам мне показано, у вас, повторюсь, мозги есть, навыки, способности, таланты, все у вас есть. Но, может быть, тут у кого-то вот перекладывание, ну вот потом, да, ну вот потом, может быть. А кто-то тут какое-то время еще и на мужчину надеялся, вот придет в мою жизнь тот самый принц, и вот с ним ля-ля-ля, тра-ля-ля, все заиграет яркими красками. У кого-то как вариант, да. То есть искушения какие-то, искушения, соблазны по этой карте, я так прочту, переложить ответственность за свою жизнь на случай, на, может быть, вот, повторюсь, вот там что-то изменится, вот весной что-то начнется, еще что-то такое. Ну, мне так идет, девочки. Вот это ваша брешь, мне так показано. Слабое место. То есть тут
карта Вечная Невеста, вы даже можете оправдывать эти какие-то неудачи, хотя они есть у каждого из нас, эти неудачи. А вы можете тут прямо сами говорить, ну, то что я там начну уже, ну, когда-нибудь с понедельника, может быть. Так, очищение. Что нужно сделать или прекратить делать, чтобы этот человек потерял над тобой энергетическую власть? Ой, напрям их. Карта Звезда, прошлое. Ух ты. Ух ты. Что нужно делать, чтобы потерял власть? Ну, мне тут показано, вспомни прошлое. Уже то ли с этим это мужчиной было. Ну, с каким-то, вы помните, там в прошлом кто-то вам свинью подложил, приняли желаемое за действительное. И вспомни, как в прошлом ты тоже, может быть, от своей мечты какой-то отказывалась, делала акцент на, может быть, взаимоотношения там, с этим мужчиной, делала ставку на все, ну, ставку на эти взаимоотношения. На первое место их ставила, да, где-то, опять-таки, как будто шел отказ от себя, от своей реализации. И говорят, вспомни, карта Морочка, чем это все закончилось. Вот, опять-таки, это видите, тут мужское лицо, ну, в принципе, красивое лицо, но тут оно уже потресканное, как это как какая-то, как это сказать, маска, не маска, как какой-то камуфляж, да, а под этой маской, Морочка, да, а под этой маской какое-то тут существо такое, то есть тут подмена понятий, тут как будто бы вот лишний раз, что нужно сделать, чтобы этот человек потерял над вами энергетическую власть, осознать для себя, что это вообще не тот человек, ну, которого вы там себе нарисовали, придумали, вы его не знаете совершенно, и не стоит наделять его такой властью над вами, да, вот, ну, тут говорят, как в прошлое, повернись в прошлое, посмотри, как тебе свинью вот это уже подкладывали, может быть, твое вот это вот желание кого-то идеализировать. Ну, говорят, это как костюм какой-то человек этот одевает, это маска, на самом деле это вообще другое. И тут вас предупреждают, вот, давайте так, я карта Черная Вдова, тут прочту, как не совершаю повторных каких-то этих, то одних и тех же ошибок, тут как будто бегущая по граблям. Не нужно свое внимание сюда вот направлять, свою энергию. Вот вы как будто этой энергией подкармливаете вот эту вот сущность какую-то. Ну и в принципе вас призывают быть более, тут карта Ясность, ну, более здравомыслящей, наверное, где-то эту романтику, может быть, она и должна присутствовать, конечно, это прекрасно, но не в отношениях с этим там, мужчиной или с таким же типажом. Тут давайте так, тут, наверное, просто вам говорят, обращай внимание, очень много скрыто от тебя вот за этой маской. Вот такой какой-то типаж мужчин, который для тебя является привлекательным, ты можешь отвлекаться на это все, ну и, соответственно, теряете шансы какие-то, может быть, с другими более прекрасными мужчинами. Как-то так. Но и основное все-таки звезда, это мечта, ваша мечта, без привязки тут к кому-либо. Тут как будто бы не отвлекайся на вот это вот все. Прекращаем энергетику свою отдавать. И более ясно смотрим, может быть, даже на взаимоотношения не обязательно с этим мужчиной, а в принципе, вот взаимоотношения с людьми, которые вот такую свинью подкладывают. Тут отчасти вам говорят о том, что вы сами рады обманываться очень часто. Вы сами принимаете это желаемое за действительное. Как будто бы, ну, не стоит быть, ну, столь доверчивой уже. Вот. В принципе, это прекрасно, да. То, что вы там открыты для мира, но говорят, что с такими людьми нельзя быть такой доверчивой. Все, вот такой расклад, девочки, сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.